Народ, всем привет! С вами Игорь Климин, и это новое видео на моем канале. Сегодня будет очень интересное видео, очень многие из вас его ждали. Сегодня мы разберем готический алфавит, разберем, как прийти к собственному стилю шрифта. Разберу максимально подробно и ясно, чтобы каждый понял. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Было бы круто, если бы поставили лайки и написали комментарии заранее. Погнали! Давайте начнем с самого простого. Я разберу то, какие инструменты можно и нужно использовать в работе, разберу то, как за ними ухаживать, и то, с чего начать строить ваши буквы. Давайте для начала поговорим про инструменты. Самым базовым и самым простым для каллиграфии является ручка Pilot Parallel Pen. Они бывают разных размеров. Для начала работы рекомендую 6 мм и 3,8 мм, потому что более крупный размер позволит вам проще понять этот инструмент. Сама ручка представляет собой не что иное, как классическое перо с картриджем краски внутри, который вы вставляете и, соответственно, просто спокойно пишете, как автоматической ручкой. Комплект этой ручки состоит из следующего. Самой ручки, причем внутри нее изначально картридж не стоит, чтобы изначально ничего не протекло. Этот картридж вставляется отдельно, идет в комплекте, два таких картриджа, черный и красный. Заправлять вы их можете посредством шприца обычного, просто вы берете, вставляете туда внутрь иголку и закачиваете необходимые вам чернила. Про чернила расскажу чуть позже. Но шприц в любом случае советую приобрести сразу. Также помимо этих картриджей идет колпачок защитный, чтобы у вас ручка никаким образом не протекла. Соответственно, вот такая пластина, она нужна для того, чтобы ваше перо слегка прочистить, в случае, если оно забилось. Само перо состоит из двух металлических пластин. Вставляя вот эту вот пластинку, которая идет в комплекте, вы таким образом можете ее прочистить. Также, помимо этого, если у вас совсем забилось перо, вы можете промыть его водой. Для этого в комплекте идет такая пипетка, в которую вы закачиваете воду, вставляете внутрь вашего пера и, соответственно, нажимая на пипетку, продуваете ваше перо. Таким образом у вас из пера вытекает, получается, вся ваша краска, и в результате вы можете закачивать какие-то новые краски или чернила. После того, как вы промыли ваше перо пипеткой, вам нужно его разобрать. Для этого вы берете за эту цветную, получается, пластинку, вытаскиваете ваше перо вверх, точнее его конструкцию. Дальше вытаскиваете само металлическое перо, аккуратно, не погните его. И, соответственно, все вот это промакиваете бумажной салфеткой для того, чтобы вся влага питалась и для того, чтобы ваше перо не испортилось. Давайте поговорим про то, чем заправить эти картриджи, потому что краска в них очень быстро заканчивается. Лично я советую для начала использовать такие чернила, универсальные. Они продаются в любом канцелярском магазине, не обязательно именно такой фирмы. Давайте я быстренько объясню, чем отличаются чернила от туши, потому что многие путают, и я все-таки советую чернила. Чернила состоят из красящего пигмента и жидкости, в результате чего эти чернила слегка проникают в бумагу и в результате ее пропитывают. Тушь же, наоборот, состоит из пигмента и связующего ее вещества, благодаря которому тушь ложится поверх бумаги, почти не пропитывает ее. Она в результате более контрастная, но при этом прочищать сам инструмент от туши нужно чуть чаще, поэтому я все-таки советую чернила. Также помимо этих чернил могу порекомендовать акварельные чернила. Они бывают разных производителей, но их отличает то, что они очень бюджетные, они бывают абсолютно разных цветов, и с ними легко работать. Они спокойно промываются водой, и в целом с ними никаких проблем не возникает. Дело в том, что я наношу этой ручкой трансфер, то есть рисунок на тело клиента, то есть рисую сразу поверх тела. И для того, чтобы этот рисунок держался чуть лучше, я использую вот такие чернила. Их на самом деле бывает очень много разных, но я рекомендую именно эти, просто потому, что они держатся максимально круто, и плюс ко всему они максимально укрывистые, то есть пигмент в них максимально насыщенный. Для того, чтобы промыть эту ручку после трансфера, которым вы рисовали по коже, вам нужно будет использовать спиртовые чернила, потому что вам нужно будет как минимум обеззаразить это перо для будущего клиента, а во-вторых, этот краситель не особо хорошо отмывается, и все-таки лучше отдельную ручку использовать для фрихенда. Также для промывки и для заправки этой ручки я бы посоветовал какую-то поверхность, которую вам не жалко испачкать. Для того, чтобы заправить эту ручку, вам нужно вот эту пластинку, которая у вас есть внутри, чутка продавить иголкой и, соответственно, иголкой проникнуть под нее туда внутрь. Важно, чтобы уровень чернил у вас был до этой пластинки, не выше, не прям впритык, чуть-чуть пониже.
Вот эта ручка стоит в итоге, не буду говорить, сколько стоит, блять, сейчас курс поменялся, хуй знает, сколько она стоит. Вообще, для того, чтобы попробовать себя в каллиграфии, я думаю, будет достаточно вот такого маркера. У него есть плоское перо, с которым вы можете спокойно практиковаться и писать разные буквы. Например, ту же самую буква Q. Но проблема в том, что этот маркер очень сильно подплывает по краям. То есть, ну пока он новый, может быть еще не сильно, но вот само вот это вот окончание, оно у вас будет всегда грубоватым. Для пробы идеально, но для работы уже все-таки более серьезного уровня я бы порекомендовал кое-что другое. Даже если мы просто сравним Pilot Parallel Pen и маркер, вы видите то, что вот само окончание у него гораздо симпатичнее. Давайте попробуем написать просто то же самое, вы поймете, о чем я говорю. И сами окончания у него более изящные получаются, и можно экспериментировать с подобными линиями. Из-за этих более острых окончаний работа выглядит, по-моему, чуть более достойно. Также помимо маркера и Pilot Parallel Pen вы можете писать буквы кистями. С помощью кистей вы можете использовать абсолютно любые чернила, краску и так далее. В общем-то, мы можем использовать даже те же самые чернила для того, чтобы написать те же самые буквы. Но проблема в том, что когда вы пишете маленькими кистями, у вас все очень сильно расплывается, подобно маркеру, зачастую еще сильнее. Поэтому я бы советовал использовать кисти уже после того, когда вам понадобится размер чуть больше. Например, от 8 мм, от 10 мм. В идеале кисти должны быть 8, 10, 15 и 20 мм. Для работы на бумаге и на холстах это оптимально. Для того, чтобы написать вашу букву кистью, достаточно сделать то же самое, только чуть легче. Дело в том, что кисть все-таки имеет свойство выгибаться в процессе написания, и сильно надавить на нее не получится. Поэтому я бы все-таки рекомендовал писать более легко, чтобы у вас рука была расслаблена. Для этого нужна некоторая практика, но со временем у вас получится сделать эти линии чуть менее дрожащими. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше с каждым разом все будет получаться. Как я уже говорил, на бумаге линии от кисти очень сильно расплываются, поэтому для бумаги я бы все-таки порекомендовал именно Pilot Parallel Pen, потому что для бумаги это более точный инструмент. Он позволит вам нажимать на перо спокойно, и вы можете лишний раз расслабиться и именно отдаться написанию. И раз уж мы подсняли то, как мы пишем кистью, давайте поговорим про то, как за ней ухаживать. То есть вы берете, промываете кисть. Если это водорастворимые чернила или красители, вы, соответственно, промываете это все в бумаге. Если нет, то промываете в каком-либо растворителе. Если вы делаете это с растворителем, лучше это делать в закрытом помещении, чтобы не вонять на всю комнату. Соответственно, вы слегка промачиваете кисть и обтираете ее об стенки. Не надо давить именно на дно, выгибать волокна кисти, они в таком случае разбухают и ломаются. Также, после того, как вы ее промыли, вы промакиваете ее об бумагу слегка, и дальше, после того, как вы ее промокнули, вы ее сушите либо лежа, либо вот в таком состоянии, чтобы волокна были направлены вниз. Не сушите именно вот так вот вверх, потому что в противном случае у вас волокна будут разбухать, получается. Вся влага, которая могла там остаться, будет скапливаться здесь, и таким образом у вас кисть будет рассыхаться и разваливаться, а это нехорошо. Давайте еще раз повторим. Кисти 8, 10, 15 и 20 мм, все, что до 30 мм в общем, это кисти для бумаги и для холстов. Если же вы используете кисти для стен, они нужны вам большего размера, от 30 и выше. Например, вот эта кисть 80, я ее уже использовал несколько раз. Также для стен и для холстов есть еще один хороший инструмент. Это маркер для граффити. У них, как правило, плоские перья, но с ними нужно работать немного аккуратнее, потому что, смотрите, то есть здесь перо расплывается еще больше, окончания еще чуть менее аккуратные. Если вы хотите написать
что-то прям красивое ими, то, соответственно, буквы у вас должны быть большими. А это только возможно либо на холстах, либо на стенах. Более подробно про все материалы и инструменты, которые рекомендую к работе и сам использую, вы можете посмотреть у меня на Patreon-канале, ссылочка внизу. Для того, чтобы нам начать осваивать каллиграфию, предлагаю сначала освоить готический алфавит. У каждого классического алфавита есть свои пропорции, каноны, традиции, и, в общем-то, сейчас мы будем о них разговаривать. Для начала мы возьмем наше перо, пилот Parallel-Pen, попробуем провести им квадратик. Для того, чтобы понять пропорции конкретно для этого пера, нам нужно построить 5 таких квадратиков. Вот эти 5 квадратиков будут являться высотой буквы конкретно для данного пера, потому что перья могут различаться по ширине, и для того, чтобы вам определить размер буквы, необходимый для данного пера, для того, чтобы смотрелось все канонично, вам нужно прописать подобные квадраты. После того, как вы это сделали, мы прочерчиваем все это дело карандашом, таким образом определяем высоту нашей буквы, ну или линии. Так как мы начинаем с линий, первая самая линия базовая под углом 90 градусов, то есть мы ставим руку прямо к линии и всей рукой, не запястьем, ведем линию вниз. Параллельно, не торопясь. Это у нас линия под 90 градусов. Помимо линии 90 градусов есть еще линия 45 градусов, которая определяется следующим образом. То есть у вас есть такое и такое направление, то есть вертикальное и горизонтальное. Ровно посередине у вас является угол под 45 градусов. То есть вы ставите именно руку вот так, вот таким образом, и ведете линию вниз до следующей линии. Также помимо линии 45 градусов есть линия в 0 градусов. Это когда вы линию ведете не этой плоскостью, а соответственно торцевой. И именно на контрасте этих линий, то есть толстых и тонких, создается вся ритмика готического алфавита. Также вы должны понимать, что помимо вертикальных линий существуют в готическом алфавите еще и горизонтальные линии, которые пишутся таким же образом. То есть линия под 90 градусов пишется вот так. Соответственно, по 45 точно так же ставим руку, проводим, только уже горизонтально. Под 0 градусов все то же самое берем и проводим вот так. 90, 45 и 0. Итак, это основные линии, которые используются в готическом алфавите. Давайте перейдем от этих линий уже к элементам. Для того, чтобы нам написать первую букву, нам нужно сначала вот провести подобный квадратик, только под углом не 90, а 45 градусов. То есть мы ставим руку. Вот, провели квадратик. Дальше, после этого, мы от этой же линии ведем, соответственно, линию по 45 градусов вниз. Примерно до 4-го квадрата, до конца 4-го квадрата. И дальше ведем такой же квадратик, еще один под углом 45 градусов вниз. У нас получается вот такая линия. Раз, два, три. Линия, состоящая из 3 приемов. И если мы сейчас соединим эту линию, у нас получится буква I. Но для того, чтобы нам дописать букву I, нам нужно добавить верхнюю точку. Для того, чтобы нам ее добавить, нам нужно понять, на каком она расстоянии. Это расстояние определяется следующим образом. Так как это уже выносной элемент, выносные элементы определяются высотой еще 2 квадратов, вверх и вниз. Мы берем линейку, проводим дополнительные линии для выносных элементов. И от края этой линии ставим нашу ручку под 45 градусов и проводим такой же квадрат. Вот у нас получилась буква I. Все дальнейшие элементы в готическом алфавите строятся примерно подобным образом на основе вот именно этой линии. Поэтому предлагаю ее прописать несколько раз подряд на определенном расстоянии друг от друга. Расстояние между линиями в готическом алфавите определяется шириной вашего пера. В идеале это расстояние, вот это, должно равняться ширине вашей линии. То есть вот это равно вот этому. Итак, для того, чтобы нам попрактиковаться в написании наших элементов, нам нужно прописать эти линии подряд. Наша клеточка под углом 45. Линия до 4-й клеточки. Квадратик. Дальше опять на таком же расстоянии у нас должна быть эта линия. Можете просто прям сразу ее провести, для того, чтобы привыкнуть именно к этому расстоянию. Дальше, соответственно, опять клеточка по 45. Линия под 45. Еще раз клеточка. И продолжаем дальше.
Вы, наверное, уже заметили то, что я периодически оставляю некоторые засечки по углам этих краев. Они очень часто встречаются в готическом алфавите. Таким образом, у вас алфавит становится более брутальным. Поэтому вот эти засечки имеют место быть, и в принципе вы можете их использовать. На всякий случай еще раз повторю. Мы пишем всей рукой, то есть не запястьем, а именно всей рукой целиком. Мы написали наш квадрат и линию ведем всей рукой. Потом опять квадрат. Тоже всей рукой. То есть мы постоянно вводим именно руку, не запястье. К этому стоит привыкнуть. После того, как мы научились с вами писать нашу букву I, можно приступить к следующим буквам. Кто-то из вас, возможно, уже понял, что некоторые буквы, точнее многие из них, похожи друг на друга. Например, сейчас, написав букву I, мы уже можем написать букву L. Для этого мы берем и, соответственно, нашу линию сверху ведем до 4-го квадратика и снизу добавляем еще один квадрат под 45. Линия не сильно отличается, как вы видите, просто добавляется верхний выносной элемент. Допустим, написав букву L, мы можем дальше освоить следующую букву, прописную T. Она делается также с верхним выносным элементом, также квадрат под 45, но у нас здесь еще добавляется точно так же линия под 45 градусов. В результате получается буква Т. Освоив вот эти два элемента, мы можем их объединить и написать букву H. То есть мы пишем букву L с верхним выносным элементом также. Добавляем квадрат. Дальше ставим руку, делаем еще один квадрат. Вот этот угол нижний этого квадрата должен быть на том расстоянии, шириной которого является вот эта линия, чтобы вот это расстояние и вот это было одинаковое. Квадрат в таких случаях у вас становится чуть вытянутым, это ничего страшного. Соответственно, также линия под 45 и квадратик снизу. Немножко скривил, но суть примерно такая. То, что буква H выглядит у нас таким образом. Соответственно, где у нас буква H, там же буква N. То есть вместо верхнего выносного элемента у нас появляется наша буква I с квадратом сверху и снизу. И добавляется еще один квадрат, линия и квадрат. То есть еще одна буква I. Получилась наша буква N. Там же, где буква N, там же и буква M. Они визуально не сильно отличаются. Но для того, чтобы их отличить, можно сделать одну вещь. Сейчас покажу вам, как это сделать. Смотрите. То есть мы пишем нашу букву N. И тут у нас несколько вариантов. Либо мы можем сделать окончание такое, либо мы можем сделать окончание такое, либо сделать линию такую же, как буква в букве I, но добавить еще один элемент. Сейчас покажу какой. А для того, чтобы отличить именно букву N от M, когда вот буквы расположены именно таким плотным образом, можно добавить какой-то средний элемент. Кто-то добавляет ромбик сюда, то есть просто квадрат под углом 45. Кто-то добавляет линию, кто-то делает еще что-то. Лично мне больше нравится, когда эти элементы чередуются, поэтому я букву M пишу таким образом. То есть я написал букву I, дальше среднюю линию я выношу как выносной элемент, и дальше вот эту линию я немного скругляю. То есть вот этот ромбик я пишу не отдельной линией, а я сразу его беру вот так вот и увожу. И вот этот вот элемент, как раз таки, когда вы ведете линию и не отрывая, сразу плавно его закругляете, я использую довольно часто, так что можете его тоже взять на вооружение. А мы двигаемся к следующим буквам. Давайте продолжим дальше. Мы научились писать букву N. То есть она пишется следующим образом. И для того, чтобы именно показать, что это буква N, мы сверху чутка продляем эту линию, чтобы у нас и были линии на одинаковом расстоянии, и чтобы показать, что именно верхняя плашка у нас соединяется, а не нижняя. В случае, если у нас соединится нижняя плашка, то это будет уже не буква N, а буква U. Мы делаем тот же самый элемент, продляем его чутка. Дальше пишем еще один такой же элемент. И у нас получилась буква U. Буква U. Буква Ю. Похую. От буквы
V отличаются не особо сильно. И для того, чтобы их различить между собой, мы делаем все то же самое, продляем нашу линию. Но вот этот квадратик нижний не добавляем. Именно таким образом они различаются. Если мы умеем писать букву U и букву V, мы можем написать букву W, потому что по факту буква W пишется на соединении именно этих двух букв. То есть мы пишем букву U. И дальше, получается, третью линию мы берем от буквы V. То есть делаем ромб и соединяем. Для того, чтобы ваша буква выглядела чуть более изящно, следите за этим расстоянием, потому что в данном случае оно у меня получилось чуть больше, чем ширина линии, но в целом не критично. Также для того, чтобы букву V от W отличить, вы можете добавить либо средний элемент, либо ромбик, соответственно, либо штрих, либо выносной элемент вверх. Тут уже в зависимости от того, как вам больше нравится. После того, как мы научились делать букву N, мы можем сделать еще одну букву, сделать именно букву R. Это та же самая буква N, только без вот этой дополнительной линии. Так как этой дополнительной линии у нас больше нет, а вот это вот пространство у нас останется пустым, потому что дальше пойдет следующая буква именно уже здесь, пространство это останется пустым, можно добавить хвостик. Каким образом он делается? То есть вы берете, поднимаете чутка ручку, и именно кончиком ручки делаете такую завитушку. После этого, так как мы все эти элементы уже освоили, мы можем также освоить и букву J, которую мы случайно пропустили. То есть мы берем, делаем такой же квадратик и ведем нашу линию прям донизу, до границы нижних выносных элементов. И добавляем ромбик сверху, как верхний выносной элемент, у нас получается буква J. Для того, чтобы ее усилить, можно вот этот хвостик чутка побольше завернуть, тем самым будет еще более понятно. После того, как мы написали нашу букву R, мы можем освоить теперь букву C. То есть, если буква R пишется у нас вот таким образом, то буква C у нас пишется примерно так же, только без верхнего ромбика. То есть мы берем, дальше продляем линию. И, соответственно, для того, чтобы нам дозаполнить вот это пустое пространство, кто-то либо просто черту такую добавляет, либо такую еще засечку. Но тут вопрос того, как вам больше нравится. После того, как мы сделали букву С, мы можем точно так же сделать букву Е. То есть мы берем и посередине многие делают по-разному. То есть либо такую черточку добавляют, либо под углом 45 градусов, в зависимости от того, как вам больше нравится. Дальше, после того, как мы сделали вот эту букву, мы можем спокойно точно так же сделать букву О. То есть мы берем, проводим такую же линию с ромбом и с нашей линией. И просто для того, чтобы закрыть нашу букву О, мы доделаем вторую линию. Все, наша буква О готова. Многие еще добавляют линию посередине для того, чтобы привлечь именно на букву О больше внимания. Но тут вопрос того, как вам больше нравится. После того, как мы сделали букву О, мы можем точно так же сделать букву Б. Она от буквы О отличается незначительно. То есть мы берем просто и начинаем с верхнего выносного элемента. Дальше у нас опять идет наш квадрат, который уходит в засечку. И как в букве О, верхний элемент, и, соответственно, наша буква закрывается. То есть, по факту, это та же самая буква О, только с верхним выносным элементом. Если хотите, можете вот там небольшой хвостик еще добавить. После того, как мы сделали букву Б и О, мы можем, в общем-то, сделать букву Д. У нее есть несколько вариантов написаний. Я покажу два из них. Классический вариант подразумевает, что вы словно пишете букву О, но вот этот хвост вы начинаете отсюда. Это классический вариант написания буквы Д. Лично мне он не особо нравится, но тут вопрос вкуса. Лично я пишу букву Д немного по-другому. Давайте покажу как. То есть мы начинаем абсолютно так же, как и всегда. В случае с буквой О
Мы провели линию, добавили нижний квадрат, введем с верхнего выносного элемента такую же линию, как в букве L. Здесь закрыли, а здесь закрываю засечкой просто. В результате у нас получается вот такая буква D. Можно добавить хвостик еще тут по вкусу. Лично мне вот такая буква D больше нравится, но если хотите, можете использовать классический вариант. Также от буквы O идут еще несколько букв, например, буква Q. То есть мы делаем все то же самое, что в букве О, за исключением того, что вторую линию мы уводим дальше. То есть мы заканчиваем ей выносной элемент. Кто-то добавляет здесь ромбик, кто-то делает просто линию на скругление. В зависимости от того, как вам больше нравится, я лично предпочитаю больше скругления. Дальше, буква P делается абсолютно так же, только в обратную сторону. Ну и начинается с ромба. Для того, чтобы сделать, кстати, вот такой хвостик, вам нужно, получается, когда вы выводите линию, плавно приподнять на один угол и, соответственно, сделать завиток. Я думаю, если вы пару раз попрактикуетесь, у вас все получится. Дальше, точно так же, как в букве R, мы делаем еще один ромб. Уводим линию вниз. И дальше нам нужно сделать следующее. То есть мы берем, уводим нашу засечку и под углом 45 градусов проводим линию. Лично мне вот именно здесь вот кажется слишком громоздко, поэтому от классического варианта написания буквы P я стараюсь уйти, и я ее пишу несколько по-другому. То есть мы делаем все то же самое до последнего момента. Я делаю то же самое, что в букве D, только в другую сторону. То есть по факту у нас буква P закрывается именно таким образом, и на контрасте именно с жирными линиями рядом, на мой взгляд, тонкая такая линия выглядит немного изящнее. После того, как мы освоили предыдущие буквы, мы можем освоить следующие. Например, букву К. Мы берем, начинаем вести линию с верхнего выносного элемента. Опять до четвертого квадрата. Дальше делаем ромб. После этого, так же как в букве R или в букве C, делаем линию, но хвостик уводим наверх. Дальше под углом 45 градусов мы проводим линию, делаем еще один такой же ромбик. И дальше, получается, от него уводим линию сюда. Вот это окончание тоже может быть немного другим. То есть, если вы брать более каноничное, то оно просто делается как ромбик. Но я предпочитаю его закруглять именно вот таким образом. Есть еще один вариант написания, который мне немного более близок. Я его уже придумал сам. То есть мы делаем все то же самое. Наш ромбик закручиваем. Верхнюю вот эту линию мы уводим не вниз, а уже делаем более горизонтально. Также под углом 45 градусов ставим линию и делаем ее вот таким образом. Я еще очень люблю добавлять во все буквы, которые мы описывали до этого, подобные элементы, когда я торцом именно ручки делаю тонкий элемент. На контрасте выглядит очень сочно. Ну и также можно вот такую там маленькую засечку добавить. И причем вот этот вот элемент тонкий мы можем сделать абсолютно в любой букве. То есть в букве B точно так же. В букве D. Типа, ну, в моей точно сможем. В букве Q точно так же. И в общем, это добавляет некоторые детальности нашим буквам, и в результате буквы становятся чуть более интересными, на мой взгляд. В общем-то, этот элемент делается просто, как я уже говорил, то есть торцом линии просто делаются такие засечки. Ну и точно так же можно в другую сторону. Давайте двигаемся к следующим буквам. Так как мы уже освоили букву Q, можем сразу двигаться к похожим буквам. Например, буква G делается примерно похожим образом. Это вариант написания не классический, это вариант того, как я ее пишу. Можете воспользоваться классическим вариантом написания, он
в общем-то, не сильно отличается, за исключением нижнего элемента. То есть здесь мы продляем линию вниз, делаем похожий элемент, продляем вверх и добавляем вот такой хвостик. То есть по факту получается что-то похожее на восьмерку или на двойку, и поэтому я все-таки придерживаюсь именно первого написания. Ну, вы можете использовать второе. Дальше, после того, как мы сделали эту букву, мы точно так же можем сделать букву Y. Здесь уже начальный элемент такой же, как в букве I, то есть классическая линия. Дальше то же самое продолжаем вниз. Это мой вариант написания. Единственное, что можно расстояние между буквами между линиями чуть поуже сделать. Классический вариант написания опять-таки немного отличается. То есть отличается опять-таки только нижним элементом. То есть мы делаем то же самое, что в букве G, и добавляем вот такую линию. На мой взгляд, она больше похожа на букву Z какую-то или на недоделанную двойку, поэтому я все-таки придерживаюсь вот такого варианта. Мы забыли про букву А. Она довольно сложная, пишется очень похоже на классическую букву D, буквально за некоторым исключением. То есть вы берете, сразу ведете линию ко второму элементу, заканчиваете также ромбом. Здесь, не соприкасаясь, пишите линию на расстоянии ширины линии вашей. И точно так же доделываете ромб с засечкой. И дальше у вас есть несколько вариантов того, как закрыть вашу букву. Либо вы делаете ее классическим образом вот таким, либо вариантом, который мне больше нравится, про который я уже говорил, то есть вы уводите засечку вверх и добавляете подобную линию. Но конкретно я букву А еще немного модернизировал, и верхнюю плашку я пишу горизонтально. Дальше от нее уже делаю тот же самый элемент с ромбом. Получается, делаю такой же элемент с еще одним ромбом. И дальше, как у буквы D, просто делаю засечку. Можно ее чуть подальше сделать, чтобы она сливалась чуть получше. И в целом, такой вариант мне нравится больше. Вы для себя можете выбрать любой. Давайте перейдем, наверное, к самым таким сложным буквам. Начнем с буквы F. То есть здесь мы делаем то же самое, что на букве О, только мы делаем это с верхнего выносного элемента. То есть линию с ромбом. Дальше здесь получается как на букве О. И здесь опять-таки тоже у нас два варианта. Либо хвостик, либо линия под 45. Мне лично нравится больше линия под 45, но вы опять-таки можете выбрать для себя любой вариант. Дальше у нас идет буква X. Она делается довольно необычно. То есть вы делаете ромб, опускаете линию. То есть все то же самое, что в букве I, одновременно добавляете еще один ромб, как на букве R. И в классическом написании вы просто вот хвостик от этой линии должны увести сюда. Можно также сделать вот такой вариант, когда вы просто еще один квадратик доделываете сюда. И, соответственно, если вам очень хочется, можете добавить какой-то центральный элемент. Давайте еще раз пропишу. То есть раз ромб, два ромб. Введем линию вниз, раз ромб, либо опять-таки сюда засечку, как в классическом написании, либо такой же ромбик. Можем добавить центральный элемент. Смотрите сами, как вам нравится больше. Либо линию, либо черточку такую. Но я бы не борщил. Мне лично нравится еще такой вариант написания, когда она занимает чуть больше места. Для этого нам нужно наш элемент немного вытянуть. То есть мы линию пишем не вертикально, а немного под углом. Дальше мы вот эти линии, соответственно, чутка продляем. Можете добавить засечку, которую я уже показывал ранее. И, соответственно, здесь по краям. Вот тут, опять-таки, на все ваша воля, какую хотите, такую и выбираете. Дальше идет у нас буква Z.
Она пишется своеобразно. В классическом написании это выглядит таким образом. Но, честно говоря, мне больше нравится немного другое написание. Сейчас я вам его продемонстрирую. То есть вы берете, дальше опускаете линию вниз, потом отсюда делаете линию по 45 градусов и точно так же, как на букве I, заканчиваете. Дальше у нас идет засечка и хвостик. Здесь, соответственно, у нас тоже получается хвостец. Такая а-ля двойка. Можно ее написать еще немножко более замороченно, но я вот привык к какому-то такому написанию. И дальше у нас осталась последняя буква S. Ее очень многие ребята пишут по-разному. Кто-то пишет таким образом. То есть мы начинаем как букву О, проводим хвостик, опускаем линию вниз, как на букве I, только ромбик у нас находится посередине. Дальше делаем, соответственно, еще один такой же ромб. Доводим линию донизу. И дальше добавляем такую линию. Это первый вариант написания буквы S. Мне нравится больше второй. Выбирайте сами, какое для вас больше нравится. А на этом у нас прописные готические буквы закончились. Ребят, мы прописали прописные буквы. Помимо прописных есть еще и заглавные. Но, честно говоря, я не вижу смысла об этом рассказывать, потому что они используются крайне редко при написании текстов или слов, или шрифтовых композиций. Поэтому здесь сейчас просто появится картинка про то, как они пишутся. Вы можете спокойно это дело отточить на тех же пропорциях, которые мы использовали ранее. Это очень быстро освоить, если вы уже освоили прописные буквы. Поэтому даже не буду на этом задерживаться. Плюс в готическом алфавите очень популярно такое явление, как лигатура. Лигатура — это когда две буквы сливаются в одну. То есть один элемент накладывается на элемент буквы другой. В результате у вас получается как бы одна буква, но они как две. Честно сказать, не вижу смысла вообще их разбирать, просто потому что ни хрена непонятно где использовать. Вот сейчас будет картинка со всеми лигатурами, можете попрактиковаться. Не понимаю, нахрена вам это надо будет. Но вот что точно может пригодиться, это как перевести английские готические буквы на русский алфавит, потому что многих букв из русского алфавита нет в английском, и их гораздо больше, и поэтому давайте я вам покажу, как русские буквы сделать на манер английской готики. Если мы вернемся к тому, что мы писали ранее из английского алфавита, то можно сразу обратить внимание, то, что буква R очень похожа на русскую букву G. Это буква S, это буква E. Букву О, я думаю, не стоит объяснять. Буква Б, в общем-то, легким движением руки превращается в букву В, а буква Д легким движением руки превращается в букву Б. Буква Р, буква К, буква G английская очень похожа на русскую прописную Д, У, буква А. В общем-то, все очень похоже. Даже X очень похож на букву Х, русскую. Но все равно есть пару букв, на которые я хотел бы обратить внимание. Допустим, возьмем прописную русскую букву Г. По факту можно просто взять букву I английскую и немного ее видоизменить. То есть, если мы возьмем и сделаем что-то подобное, я думаю, будет очень похоже. Допустим, если дальше пойти по алфавиту, то русская буква Z очень похожа на ту, которую я писал до этого. Вот это. То есть мы берем, опускаем вниз и дальше точно так же, как в букве I. Все это дело дозаполняем. В принципе, может выглядеть как цифра 3. Я думаю, что в принципе даже реально 1, 2, 3. Если написать, то чутка расширить, вот допустим двойку, и будет очень похоже. Есть пару интересных букв в русском алфавите, которые не совсем похожи вообще на что-либо. Например, если взять букву Ж, то я бы ее писал как что-то такое. Буква I, допустим, она начиналась бы. Дальше возьмем с выносным элементом верхним, а по сути можно даже и с нижним. После этого
добавляем еще один элемент. И, соответственно, заканчиваем все это таким вот ромбиком. Можно вот так вот. Я бы сделал что-нибудь подобное. Но за исключением пары моментов, то что вот эту линию можно было бы закончить чуть раньше. Как я говорил ранее, можно добавлять всякие хвостики, перемычки, все такое. Ну, допустим, что-то типа такого. Есть очень похожая буква на эту, буква F. То есть мы делаем тот же самый элемент посередине, который у нас развивается и до верхнего, и до нижнего выносного элемента. Соответственно, с одной стороны он пишется как буква D английская, а с другой стороны как буква R. Либо можно сделать что-то подобное, как на букве Т. Но, на мой взгляд, это уже не совсем готично, как будто. Поэтому я бы использовал что-нибудь такое. И в целом, любую букву абсолютно можно точно так же поменять, если вы понимаете логику соединения тех или иных элементов. Допустим, та же самая буква П, мы, если ее будем писать в подобном ключе, допустим, вот так и вот так. Если мы посмотрим, то эта буква П очень похожа на английскую букву N. Точнее, не похожа, это она и есть. И в целом, если мы понимаем, как у нас взаимодействуют элементы шрифта между собой, то есть вот эти ромбики, палочки и все остальное, то можно создать абсолютно любую букву. А если подумать и дальше, то мы и эти элементы можем заменить и сделать их еще лучше и еще интереснее, тем самым уже начав путь к собственному шрифту. Итак, давайте попробуем одну из букв алфавита готического развить до какой-то собственной индивидуальной узнаваемости. Мы ее пишем, соответственно, сразу уводим ко второму элементу, заканчиваем ромбиком, делаем расстояние такое, чтобы между линиями была еще одна ширина линии. Здесь либо заканчиваем засечкой, либо еще какой-то линией, но мне больше нравится засечкой, допустим. Вот, у нас получилась наша буква А. Дальше, что мы с ней можем сделать? По сути, если представить, как пишется прописная буква А, то она пишется таким образом. То есть по факту у нас 1, 2 и 3. И если ее как-то делать, возможно, поинтереснее, то я бы сделал что-нибудь подобное. В целом, изначально все то же самое. Допустим, я бы ее продлил. Возможно, как-нибудь вот так вот. Ну, допустим, окей, чтобы не напрягала вот эта пустота, можно сделать что-то подобное. После этого можно, например, вытянуть эту всю букву, потому что сейчас мне кажется, что она слишком как-то сжата. Давайте попробуем ее сделать к верхнему выносному элементу. Нет, мне вот это вот теперь соединение не нравится. Плюс ко всему, я очень часто в своих шрифтах именно добавляю немного динамики. То есть вот эти линии все я делаю немного под углом. Поэтому давайте я сразу просто напишу именно то, как я пишу букву А в своем шрифте. То есть я пишу по факту ее сразу под углом. Дальше у нас опять вот этот вот элемент. Засечка, то есть все то же самое пока что. Дальше вот эта вот верхняя засечка у нас, можно ее пожирнее даже сделать. Ну и допустим, чтобы она чувствовала себя чуть более заполнена, вот снизу можно еще добавить какую-нибудь такую штуку. По сути, вот эта буква произошла вот от этой. Просто я дорабатывал и модернизировал некоторые элементы. И дальше на основе одной буквы мы можем сделать абсолютно любые. Давайте покажу, что я имею в виду. Смотрите. То есть, если мы возьмем
вот этот вот верхний элемент так же, как я использовал в букве А. И дальше доделаю по такому же принципу. По сути, очень похоже на букву О, согласись. И дальше, если идти еще дальше после буквы О, вы помните то, что у нас формировались еще целая куча разных букв. Здесь сейчас может получиться, допустим, спокойно буква Б. От нее точно так же буква В, Е и абсолютно любая другая буква. И дальше просто остается скомпоновать их рядом между собой в какую-то композицию, проследить, чтобы было одинаковое расстояние между этими буквами. И в целом у вас шрифтовая композиция готова. Ну вот буква Е довольно сложная. То есть по факту мы берем вот этот вот конструктив в верхней части. Дальше элемент раз, два. Вот, верхняя часть буквы Е готова. Дальше можно ее сделать вот таким вот образом, либо каким-то другим еще. Ну, допустим, мы ее сделали вот так. И, соответственно, вот эта часть, она у нас изначально произошла отсюда. Просто по факту мы немного вытянули линии и повернули их под углом. Все, больше, в общем-то, мы ничего такого не сделали. И дальше заканчиваем точно так же. То есть у нас здесь расстояние опять-таки такое же, как ширина между линий. Просто для того, чтобы вот эта вот часть именно буквы Е, то есть раз, два у нас узнавалась, нам не нужно соединять вот эти линии между собой. Максимум можешь вот такую засечку добавить. Все, буква Е у нас готова. Она уже смотрится в разы интереснее, но в то же время в разы сложнее. И вы должны найти для себя сами какую-то гармонию между читаемостью и декором. Причем я не добавлял каких-то еще сюда дополнительных декоративных элементов, как многие любят делать. Там, допустим, вот какие-то засечки еще посередине линии, вот такие вот там, какие-то такие засечки, там, не знаю, хвостики вот так вот все перекрутить и так далее. Я этого не делал. Я просто слегка поменял конструктив. То есть по факту у меня просто изменились вот именно детали нашей буквы. И все. И вот такие детали вы можете посматривать абсолютно у разных художников. И их огромное количество, и у каждого они свои. И скомбинировав из них что-то свое, вы сможете прийти к собственному стилю шрифта. Итак, ребят, мы поговорили с вами про то, как формируются наши элементы, как формируются наши буквы, как экспериментировать со скелетом букв. Давайте теперь поговорим про то, как комбинировать буквы между собой и создавать грамотную шрифтовую композицию. Перед тем, как начать разговор о композиции, я думаю, что стоит все-таки разобрать все элементы букв, которые находятся в шрифтовой композиции. Во-первых, наша композиция состоит из основных штрихов, которые, как правило, в готической композиции составляют 5 ширин вашего инструмента, то есть вот эти элементы. Также помимо этого есть еще, соответственно, соединительные штрихи. Это есть вертикальный элемент, есть горизонтальный элемент. Соединительные штрихи – это элементы, которые соединяют ваши основные штрихи. То есть вот этот и все в этом духе. В готической, да и в любой другой композиции есть нижние выносные элементы, которые находятся за основной линией композиции, и верхние выносные элементы, которые также находятся за основной линией вашей композиции. Композиция состоит из пустот. Почему-то многие ее не учитывают, но это очень важная часть узнаваемости буквы и вообще планирования композиции. Пустоты есть как внутри буквы, так и снаружи буквы. И они очень важны, в том числе как и основные элементы для составления ритма. Если говорить про ритм, ритм создается из ваших элементов. И благодаря тому, что вы из раза в раз повторяете ваши верхние, нижние там, элементы, основные соединительные линии в надписи, в ваших буквах, у вас получается ритм из этих элементов. Тем самым ваша надпись выглядит в разы интереснее, она правильно построена композиционно, при этом она читаема, благодаря тому, что вы комбинируете все эти элементы. Но помимо именно ритма элементов, существуют еще и другие ритмы. Как вы уже поняли, ритм нужен для читаемости, а также для улучшения визуальной составляющей нашей шрифтовой композиции. Но для того, чтобы усилить наш ритм, мы можем использовать не только ритм элементов самой буквы, но и также ритм выносных элементов. Например, вот эти элементы являются выносными. И по факту, для того, чтобы ритм случился, в ритме должно быть минимум 3 элемента. То есть раз, два, три. То есть если бы, допустим, мы продолжили нашу шрифтовую композицию, то следующий выносной элемент должен был бы появиться здесь, потом здесь, и в результате у нас бы получился такой интересный ритм. По-моему, очень выгодное решение. Также помимо ритма выносных элементов вы можете использовать ритм
воздуха внутри буквы, чтобы он был всегда одинаковый. То есть, как видите, в этой композиции, то есть количество воздуха внутри буквы, оно всегда равно примерно одному значению. То есть, если прям говорить коротко, то это 3 ширины буквы. То есть, и оно повторяется везде примерно вот эти квадратики, то есть количество воздуха во всех этих буквах примерно одинаково. И если вы чередуете именно ритм этих букв, как получилось в этой надписи, то, что здесь внутри буквы нет воздуха, соответственно, здесь есть. Здесь нет, здесь есть. Тоже выгодное решение. И также ритм может состоять из воздуха между букв. Как я уже сказал, в этой надписи у нас ритм между буквами и внутри букв одинаковый. Но если мы будем его чередовать, как здесь, то есть здесь количество воздуха в букве одно, количество воздуха между буквами другое. И когда эти расстояния чередуются, у нас получается тоже довольно интересная композиция. И вот это решение как раз-таки мне нравится даже больше, когда расстояние между буквами и внутри буквы разные. Потому что благодаря этому буква собирается отдельно, благодаря вот этому воздуху, и в результате она читается лучше. Помимо этого вы можете использовать ритм декоративных элементов. Например, давайте покажу вам на примере вот этой надписи. Я очень часто использую дополнительные такие линии, благодаря которым наш ритм между толстыми и тонкими линиями усиливается, и наша надпись становится еще интереснее. Надпись осталась абсолютно такой же, добавилось небольшое количество элементов, и наша надпись стала выглядеть немного сложнее. Этих декоративных элементов достаточно большое количество. Существуют засечки просто вот именно на линиях, когда вы дополнительно добавляете, и в результате на каждый основной элемент, получается, добавляется еще один ромбик, и ваша буква становится более шипастая. Тут, в зависимости от того, как вам больше нравится, на мой взгляд, главное не переборщить с этими элементами, потому что вот эти ромбики, на мой взгляд, в данной надписи, они уже лишние. Их можно было бы использовать, если наша надпись была более вытянутая, либо было большее количество воздуха внутри буквы. В гармоничной композиции немаловажную роль играют центр композиции и ее акценты. Расположение центров и акцентов зачастую формируют именно композицию. Симметричная она у вас или асимметричная. Например, вот эта композиция у нас симметричная, потому что у нас есть четко выраженный центр в виде пустоты, которая находится по центру композиции, то есть ровно посередине нашего слова. Также у нас есть дополнительные акценты, которые, получается, находятся на равноудаленном расстоянии от центра. Вот эти буквы у нас заканчиваются примерно одинаково, то есть здесь, в общем-то, все повторяется. Это атрибуты как раз-таки симметричной композиции. В отличие от этой, здесь центр явно выражен нашей буквой О. И когда вы делаете очень большое пустое пространство внутри буквы относительно других маленьких, у вас центр так или иначе смещается. В результате у нас получается асимметричная композиция. Но при этом нам в любом случае необходимо ее уравновесить. В этой композиции получается так, что верхний хвост от буквы H нам в любом случае нужно сделать наверх. Для того, чтобы его уравновесить, нам, соответственно, пришлось вот эту вторую основную линию увести чуть ниже. Благодаря этому верхние и нижние выносные элементы у нас уравновешены. Но для того, чтобы композицию закончить чуть более плавно, мы можем такими же элементами, соответственно, уравновесить ее слева и справа. В результате у нас этот элемент повторяется вокруг во всей надписи, композиция гармоничная, но при этом центр у нас смещен и композиция асимметричная. На самом деле, помимо этих декоративных элементов, вы можете добавлять еще разные дополнительные. Самое главное с ними не переборщить и не написать их слишком близко или слишком далеко от вашей надписи. В идеале, чтобы расстояние между буквами было равно расстоянию между вашими буквами и дополнительными декоративными элементами. То есть, если бы я захотел, допустим, написать здесь какой-то дополнительный элемент, то в идеале было бы добавить его на каком-то таком расстоянии. То есть, видите, вот это расстояние, оно равно либо вот этому, либо вот этому. То есть, наша надпись читается, дополнительно появляются декоративные элементы, а о том, использовать их или нет, уже решать вам. Итак, народ, мы с вами разобрали прописные готические буквы, слегка затронули лигатуры и заглавные буквы. Мы поняли, как менять конструктив готического алфавита для того, чтобы прийти к собственному стилю. И в целом, это единственное, что нужно для того, чтобы начать развиваться в собственном стиле шрифта. Все остальное решает уже ваша работоспособность, ваша идейность и ваше трудолюбие. Потому что только с помощью трудолюбия достигаются разные крутые композиционные решения. Только с помощью трудолюбия и старания делаются крутые, качественные, большие проекты, и это приходит все со временем. Это нужно просто пройти. Я думаю, что у вас все получится.
Все прописи, которые мы сегодня разбирали, они будут у меня на Patreon канале, ссылочка опять-таки внизу. Там будет весь алфавит готический, классический, то есть прописные заглавные буквы. Там будет мой слегка видоизмененный готический алфавит, и там будет конкретно мой чистый алфавит, точнее несколько из них. И все это будет в виде прописей, и вы сможете сами потренироваться, попробовать, разобрать и прочувствовать вот именно всю динамику, вот именно комбинирование этих элементов. Огромное спасибо, что смотрели этот ролик. Я надеюсь, я вам помог как-то чуть глубже проникнуть в мир каллиграфии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, колокольчики, подписывайтесь на Patreon. В общем, все. Мы стараемся для вас не зря, мы хотим увидеть вашу отдачу. Огромное вам всем удачи, всех букв.